Скорпионы, приветствую вас, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю расклад Мабон, или он еще называется урожай года. Расклад, который покажет, чего вы достигли, какой урожай вы собрали за период с имболка по Мабон. Мабон — это у нас период осеннего равноденствия, когда день равен ночи, соответственно, в этот период подводят итоги. Чего вам довелось достичь, что предстоит пройти, с чем вы вступаете в зиму, с какими ресурсами, над чем нужно будет поработать и что вас ожидает в следующем периоде, то есть с Мабона по имболк, то есть это, грубо говоря, с 23 сентября 2022 года по февраль месяц 2023. Вот такой вот мини-срез, не мини-подведение итогов. Итак, начнем с вами. В первую очередь мы с вами проанализируем, откуда вы черпали, откуда вы брали жизненные силы весь этот период. И здесь, могу сказать, по пятерке чаш была ситуация отчаяния, депрессивности, осознание, что все валится из рук, все вон плохо. Более того, ощущение, что вы как бы многое теряете в жизни, что вы никому не нужны, что нет какой-то поддержки. Но в чем здесь заключается нюанс? Пятерка чаш – это когда вы понимаете, что всем остальным еще гораздо хуже, чем вам. Так здесь вот такая вот позиция. Это не вопрос самоутверждения или зависти, нет. Но вы оглядываетесь на ситуацию, на то, что происходит вокруг, и даете себе как успокоение, утешение, установку. Эй, друг, оглянись, у других ситуация похлеще твоей, поэтому нет смысла отчаиваться, вешать нос и расклеиваться. Так вот, пятерка чаш – это как способность концентрироваться не только на своем горе, на своих каких-то переживаниях и несчастьях, а понять и осознать, что все в жизни познается в сравнении. Вот именно это вам и не дало сломиться, опустить руки, не дало погрузиться в отчаяние, а заставило действовать дальше. Ваши слабые стороны за этот период. Ну, я не могу назвать это слабой стороной. Все эти события могли вас заставить по-иному посмотреть на вещи, потому что карта отшельника – это такой осознанный интроверт. Это нежелание общаться, нежелание коммуницировать, это желание сосредоточиться на себе, на своих потребностях. У многих кардинальным образом изменилось окружение. И кто-то вот по отшельнику, это в принципе, знаете, как желание углубиться в себя, в поисках ответа на свои вопросы. Кто-то, конечно, может углубляться в вопросы эзотерики, дабы понять ситуацию, все происходящее гораздо лучше и глубже. Но вообще ваша слабая сторона – это ваша закрытость, вот прям чрезмерная, знаете, как все хорошо в меру. У вас, конечно, в этом плане перегиб. Я понимаю, что вам комфортно, но вы лишаете себя вообще всевозможных радостей. То есть вы открещиваетесь от общения с близкими, знакомыми, друзьями, коллегами. Вот период времени с февраля по сентябрь, большую часть свободного времени вы все-таки посвящали себе, своим каким-то потребностям и вопросам уединения. Ваши сильные стороны за этот период. Ваша сильная сторона по пятерке мечей, что вы не сломались. Особенно те, кто, допустим, находился в зоне боевых действий. Потому что здесь понимание, умение собраться вовремя, сконцентрироваться. И даже если вы многое в жизни потеряли, это не пасть духом. Потому что карта, которая говорит о том, что вы способны принять ситуацию, ее осознать. Да, она вас не делает счастливым или радостным, но тем не менее, это стойко справляться с любыми проблемами, ситуациями, неудачами и осознание того факта, что нужно жить дальше. Вот здесь ваша сильная сторона. Вот пятерка мечей, у нас своего рода здесь хоть и не карта Феникса, да, как возрождение через какие-то лишения, через смерть, но вместе с тем она указывает на ситуацию, что вы более глобально подходите ко всем вопросам. Можете увидеть в этом зерно истины и понимание, как говорю, вот здесь сопоставить и сравнить, что кто-то в этой ситуации оказался в более плачевном положении, нежели вы. За что вы должны быть благодарны прошедшему периоду? Вот с имболка по Мабон. За что? По аркану Луна. Ну, понимание, осознание того факта, что не так страшен черт, как его малюют. То
То есть это проработка страхов, внутренней неуверенности, переживаний, работа со стрессом, с бессонницей, опираться на свою интуицию. У многих идет раскрытие вашего потенциала, то есть вещи сны, вещи знаки. Знаете, как более тесная связь с родом, с вашим я, с вашей интуицией. Еще за что должны быть благодарны? Луна — это в первую очередь укрепление еще, как ни странно, семейных связей, потому что здесь вот ведьма летит, да, ночью, она летит в свою общину. И знаете, здесь будет показывать и раскрывать истинный потенциал, кем он на самом деле является. То есть, иными словами, ваша семья, ваше окружение помогут раскрыть ваш потенциал и выявить, кто вы есть на самом деле. Открыть в момент кризиса, фазу роста ваши истинные возможности и таланты. Далее, над чем вам все-таки еще нужно поработать? Над чем? Жрица. Ну, смотрите, кому-то здесь, если у вас все-таки эта тема вам была близка, то уйти в нишу медицины, либо в нишу эзотерики, потому что, ну, аркан вам благоволит, ситуация благоволит. Копнуть глубже, то есть искать причинно-следственные связи, находить общий язык, знаете, как с самим собой, четко чувствовать окружение. У вас и так к этому есть экстрасенсорные способности, но здесь идет большее раскрытие вашей эмпатии. Вот над чем нужно работать, это раскрывать свои возможности и научиться доверять себе, опираться на свое чутье. Еще по этим арканам, если у кого-то были вопросы деструктива, деструктивных программ, то это вопросы чистки и защиты. То есть это необходимо. И опять же, для кого-то, ну, если вы сами не являетесь практиком, эзотериком, но у вас есть какие-то важные, значимые вопросы, то вы можете обратиться к специалисту, который отвечает вашим запросам, вашим требованиям, будут там астролог, таролог, нумеролог, неважно кто, с целью прояснения какой-то ситуации, либо получения информации, которая поменяет в вашей жизни многое. Так, какой главный кармический урок этого периода вы прошли, то есть должны были пройти? И здесь ответ очевиден, у вас здесь ложится аркан сила, то есть это обретение внутренней силы, обретение внутреннего стержня. Все, что нас не убивает, делает сильнее, и это вот четко про вас. То есть не зря у вас знак Скорпион, символ Феникс, да, возрождение из пепла. Это ключевое. То есть вы станете более сильными, более цельными, более структурными, сможете преодолеть все невзгоды, все болезненные ситуации и самое главное, наладить контакт с вашим окружением. С кем были конфликты, непонимания, выяснение взаимоотношений, потому что, видите, именно ваше окружение дает вам поддержку, силу, есть на кого опереться, и самое главное, вы ощущаете, что вы под защитой. Поэтому здесь арканы прекрасные. Ну а для кого-то это еще раскрыть действительно свою силу, свой потенциал, если вы эзотерик, либо если вы медик, потому что, ну, у вас так складывается обстоятельства, что сама Вселенная вас толкает на этот путь развития. Какой кармический урок вам еще предстоит пройти? Здесь вопрос по пятерке жезлов, вопрос конкуренции. Вопрос, во-первых, это, знаете, внутренняя борьба с самим собой или самой собой. Вопрос борьбы со своей неуверенностью, низкой самооценкой. Ситуация, когда вы считаете, что вы не конкурентно способны в какой-либо нише. И неважно, это вопросы профреализации, либо личная жизнь, или дать понять свою значимость в социальной среде. То есть это борьба, это конкуренция. Это в первую очередь желание доказать что-то самому себе или вашему окружению, то есть социуму. Это то, что вам предстоит пройти. То есть вот такой мощный посыл. Что вам в этом вопросе будет помогать? А что будет помогать? По башне ситуация кризиса, когда все разрушено, когда многое потеряно. Кто-то теряет работу, кто-то дом, кто-то семью, кто-то все и сразу. То есть это такой кризис, который, знаете, за уши не притянешь. И ваша задача как раз ориентироваться в этой обстановке и справляться с последствиями. Это первое. Еще, что поможет? Ну, поскольку башня — это у нас карта структуры, это реализация и раскрытие своего потенциала в какой-либо из структур. Неважно, в органах административной, законодательной власти, ну, скажем так, совсем в бытовом аспекте. Что поможет с этим справляться? Это ситуация, когда вы осознаете, что мой дом — моя крепость. То есть кто-то будет заниматься вопросами
приобретения жилья, ремонта, реконструкции, перепланировки, то есть создавая для себя ту зону комфорта и уюта, к которой вы стремитесь. Еще, что вам будет помогать? Если у кого-то, повторюсь, была ситуация, проблемы с наличием деструктивных программ, убрать эти деструктивные программы, соответственно, открыть себе пути и возможности в различных сферах. Что вам будет препятствовать? Что будет препятствовать? Что будет препятствовать? У вас прям как у знака зодиака Весы. Да такое у вас, знаете, как череда смены событий, что только успеваем. Потому что колесо фортуны будет вращаться с необычайной скоростью. Поворот жизни на 180 градусов. Не успели адаптироваться к одному событию, и всплывает какое-то новое. То есть тут только успеваем. Но самое главное, здесь еще акцент на том, что не прощелкайте шанс. На самом деле судьба вам может давать много возможностей. У каждого по-разному. У кого-то в плане личной жизни, у кого-то в плане бизнеса, работы, трудоустройства. Не прощелкайте. Потому что то, к чему вы можете относиться легкомысленно, по факту станет для вас самым великим благом. Так вот, что здесь будет мешать, это ваше легкомысленное отношение к течению или ходу событий. Когда вам дают нужных людей, нужную ситуацию или какие-то предложения, вы думаете, ой, какая-то ерунда, не хочу даже этим заморачиваться. А в этом как раз и есть ваша ценность в этой ситуации. Хорошо. От чего вам необходимо освободиться за этот период? От чего? Да выходите вы уже со состояния хандры, апатии, депрессии, нытья. То есть не время лить слезы, вытираем сопли, собираем всю свою волю в кулак и движемся дальше. Ну, у меня даже кофемашина это подтверждает. Видите, вот именно на этом моменте она как зарычала. Аркан, который говорит здесь по ситуации, что нужно двигаться вперед и добиваться результатов, потому что вот это ваше депрессивное состояние сыграет с вами злую шутку. Почему? Потому что четверка чаш говорит, что есть возможности. И вот я вам показывала по колесу фортуны, что вот хватайте их, а вы их не видите или не хотите видеть. Сложно сказать, но как есть. И чего вы сможете добиться? Чего сможете добиться? Обретение состояния покоя, потому что четверка мечей здесь вопрос, знаете, как медитации, спокойствия, сна, зоны комфорта. Когда вы находитесь в своей стезе, в своей нише, потому что, обратите внимание, здесь ведьма отдыхает. То есть она там не болеет, она не находится в каком-то бедственном положении. Это процесс отдыха, восстановления и обретения новой силы. То есть комфорт. Вот то, что вы получите, пройдя этот цикл испытаний, этот цикл кармических уроков. И посмотрим с вами, какой совет здесь будет по ситуации. Интересный какой, сейчас будем его уточнять. У вас здесь ложится семерка мечей. Как мы знаем, это карта вора, мошенника, обмана, каких-то махинаций. Так вот здесь это, знаете, предотвратить обман, воровство, мошенничество, просчитывать ситуацию наперед. Семерка мечей всегда нестандартное мышление, нестандартный подход к ситуации. Это, знаете, как логика, как отдельный вид искусства. Это такой аналитический склад ума, когда вы что-то решаете, даже по этому поводу можете не видеть каких-то логичностей ваших поступков, но интуиция вас выводит из сложных ситуаций и не позволяет вам вступить на неправильный путь. Но мы сейчас все равно уточним данный аркан, чтобы рекомендации здесь были максимально точны. Что у нас здесь? Семерка чаш, простите, семерка мечей и рыцарь чаш в связке этих арканов, они указывают на ситуацию, что бери на заметку опыт твоих конкурентов, оппонентов, переформатируй, используй себе во благо, и ты получишь тот максимальный результат, к которому ты стремился. И еще хитростью, ловкостью, нестандартным мышлением обойти самые сложные ситуации. Видите? То есть иногда обман может быть во благо. Спасти вам жизнь или избавить от каких-то проблемных ситуаций. Что ж, вот таким вышел расклад. Вот такой у вас урожай года. Этим вам будет такие вот вам ресурсы принес Мабон. Я верю в то, что информация для вас будет во благо. Вы воспользуетесь ею структурно.
сможете ее применить на практике. Вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь. До новых видео.